Здравствуйте, мои дорогие мастера и мастерицы, гости моего канала, мои подписчики. Меня зовут Светлана, и я вас рада приветствовать на своем канале Клубок Шоу. Я продолжаю вязать свою кофточку, точнее, уже заканчиваю. Мне остался связать только один рукав. Один рукав у меня уже готов. Чтобы на его примере я вам хочу показать, как я ввязываю рукав, когда вяжу от горловины сверху. И еще в моем случае у меня по спинке вывязан росток, то есть я углубляла горловину азиатским способом. Поэтому здесь у меня образовалась в своей работе вот такая пройма. Пройма у меня, еще раз повторюсь, это у меня вот здесь рукав по переду до реглана. Здесь у меня подрез. Вот я сейчас его покажу. И также здесь не очень хорошо видно, по спинке у меня вывязан росток. Я свою работу так складываю и показываю. Хочу вот здесь на листочке показать, каким образом я буду продолжать свою работу. Если мы с вами наберем здесь петельки и будем вязать по кругу, не делая никаких убавлений, то у нас под мышкой вот в этом месте будет образовываться складка. Эта складка будет выглядеть неаккуратно и будет вам мешать, когда вы будете носить свое изделие. Чтобы этого избежать, нам надо с вами аккуратно убавить эти петельки. Эти петли нам надо убавить такого количества, чтобы мы вышли на ширину нашего рукава. На ширину рукава в самой широкой части нашей руки. Поэтому вы предварительно измеряете ширину вашего рукава, комфортная, который вам будет в носке, и уже за счет потом начинаете считать петли, потому что мы с вами петли наберем по кругу и будем здесь делать убавление. Сейчас я хочу показать вам на уже другом рукаве, как это все выглядит. Я двумя ниточками специально сделала отметочки, как у меня выглядел рукав, когда я его только начинала вязать. Это у меня вот здесь линии подреза, здесь вот этот отрезочек, это я вывязывала росток. И уже фиолетовыми ниточками я отметила те места, где я делала убавление. Таким образом, у меня получился под мышкой вот такой треугольничек. И именно за счет вот этого треугольничка получилась очень удобная и комфортная посадка нашего рукава. Вот я сейчас хочу вам показать. Вот видите, по переду, как все это аккуратно будет выглядеть. Так, у нас с вами наш рукав переходит в тело нашей кофточки, но это в моем случае кофточки. Этот метод можно использовать в любой работе, когда вы вяжете от горловины сверху вниз, и у вас получается подрез, когда вы присоединяете тело своего изделия. А это вот так по спинке. Точно так же. Вот она, очень аккуратная и удобная посадка нашего рукава. Каким образом мы с вами это все будем делать? Я буду набирать петли. И в начале, вот, например, ну или начало, или конец, как сказать, вот, наверное, пускай здесь будет у нас с вами начало подреза, здесь конец подреза. Я делаю в каждом ряду делаю убавление. Я провязываю 2 петли вместе. У меня идет, что я таким образом у меня убавляются петельки, которые образовались на подрезе. Я их провязываю вместе, и они постепенно убавляются.
в каждом ряду. Поэтому вот ширина вот этого треугольничка будет зависеть от количества петелек, которых у вас в подрезе. Чем больше подрез, тем наш треугольничек будет выше. Чем короче, вот этих петелек меньше, тем этот подрез будет меньше. Я сейчас вам покажу один ряд, как я все это делаю. Я буду показывать на примере своей работы. У меня, то есть, рисунок состоит из столбиков с накидом. Если у вас рисунок у вас там ваше изделие связано каким-либо своим рисунком, то есть, конечно, вы вяжете, соответственно, своим рисунком. Ой, ниточки мои что-то здесь запутались. Сейчас, минуточку. Так, я беру ниточку. Я беру ниточку и присоединяю ее к боковому шву. Но у меня бокового шва нет, но то есть вот вместо бокового шва у меня здесь такие шишечки, но вы ориентируетесь именно на боковой шов. И присоединяю. Делаю 2 воздушных петли для подъема, так как у меня рисунок идет столбиками с накида, и уже вяжу дальше по рисунку. Продолжаю дальше вязать по рисунку. И я заканчиваю, я подошла к концу своего подреза. Вот здесь у меня последний столбик с накидом, поэтому мне надо этот столбик провязать вместе с первым столбиком рукава. Я вяжу столбик с накидом, я его не довязываю до конца. Затем следующая петелька, следующий столбик, также я его до конца не провязываю. И у меня на крючке 3 петельки. И я их провязываю вместе. Таким образом у меня получилось 2 столбика с накида вместе. Затем я провяжу по кругу, свяжу свой рукав и дойду до того места, где у меня начинается подрез. И также провяжу 2 петли вместе. У меня будет 1 петля рукава, и затем первый столбик с накидом подреза, я их провяжу 2 столбика вместе. Я провяжу, и уже затем дальше буду продолжать вязать так же, как я вам объясняла. Провязывая, можно, чтобы как-то не запутаться, вот эти 2 столбика, вдоль которых мы с вами делаем убавление, можно отметить маркерами. И в каждом ряду я буду убавлять эти столбики с накидом в начале подреза и в конце подреза, до тех пор, пока у меня количество петелек не закончится. И уже затем я буду продолжать вязать рукав свой дальше. Вот, кажется, и такая небольшой мастер-класс, как я все это делаю, чтобы рукав был очень удобен и комфортен. Если вам мой мастер-класс понравился, пишите. Если вдруг возникают вопросы, также пишите. Может быть, я что-то не очень точно объяснила. Всегда рада вашим отзывам, вашим комментариям. А так, до свидания, мои дорогие, легких вам петелек и всего-всего самого доброго.